Лично мне кажется, что как для музыкального аниме, репетиции музыки здесь было маловато. Всем привет, такие Кей. Большая часть музыкальных аниме — это аниме про айдолов, поэтому иногда приятно увидеть что-то другое. Ну, несмотря на то, что это больше похоже на какой-то очередной Кейон. Хитори Гота решила радикально поменять свою жизнь одиночки. План был прост — научиться играть на гитаре, собрать группу и выступить на школьном фестивале. Вот только она так увлеклась оттачиванием игры на гитаре, что друзей в средней школе так и не завела. Да и в старшее как-то не пошло. Но однажды незнакомая девушка на улице замечает ее с гитарой и просит помочь на выступлении, так как их гитаристка куда-то делась. Из-за замкнутости Хитори первое выступление вышло комом, но группе очень нужна гитаристка, поэтому они попросили главную героиню присоединиться к ним. Так как это Moe Slice, то и графон здесь соответствующий. Это упрощенные милые дизайны, пальцы-сосиски, гиперболизированные эмоции и достаточно много слайд-шоу моментов. Но эта простота для этого аниме работает. Более того, есть интересные стилизованные моменты, и в целом сама анимация выглядит хорошо, особенно во время выступлений. В общем, и глазу приятно, и на душе тепло. Осты славные. Так как это музыкальное аниме, они должны отражать стиль группы. И здесь это достаточно ожидаемое звучание японского поп-рока с неплохим гитарным соло. Опенинг поживей представляет героинь, эндингов тут парочка, и стилизация в них очаровательная. Тема замкнутых людей, а в частности замкнутых девушек, ходит-бродит по разным аниме. В основном это, конечно, повседневность, что в данном случае ничему не противоречит, но вот музыкальное аниме такое я вижу первое. Хитори — замкнутая девочка, у которой никогда не было друзей. Так как создать группу ей не удалось, то свою игру на гитаре она выкладывала в интернет и даже набрала какую-то популярность. Но живым выступлением это не помогло, поэтому когда дошло время до сцены, тут она и посыпалась, что неудивительно. Мало кто может так вот с разбегу в группу вписаться, а у некоторых уходит до нескольких месяцев, чтобы сыграться вместе, а тут вот так с места в карьер. Не дико идите, барабанщица и лидер группы. Позитивная девочка, ее сестра, управляющая клубом, где выступают местные группы. И собрать коллектив – это ее идея. Она также та, кто пригласила Хитори. Рю Ямада – басистка со стереотипным для басистов нелюдимым характером. Она одиночка, как Хитори, но совсем на другом уровне. Если Хитори застенчивая и социально неловкая, но хочет завести друзей, то Рё наслаждается своим одиночеством. Икуё Кита – противоположность главной героине. Она любит быть в центре внимания. Небольшой спойлер. Изначально она вступила в группу из-за Рё, потому что посчитала ее крутой, но соврала, что умеет играть на гитаре, поэтому сбежала с первого концерта. Да, она та самая гитаристка, на замену которой пришла Хитори. Но так как девочкам нужна была и солистка, то они приняли ее обратно, а Хитори решила учить ее игре на гитаре. Что обычно ждешь от музыкальных аниме? Наверное, репетиций, и здесь их очень мало. Девочки работают, Хитори пытается влиться в коллектив, а еще учат гитаре Икуё. А обсуждают они пустить дела группы, но обычно не музыку. Только в серии 5 они пишут песню и начинают усиленно репетировать, чтобы не упустить шанс снова выступить. Лично мне кажется, что как для музыкального аниме, репетиции музыки здесь было маловато, особенно учитывая нулевой опыт выступлений на сцене у двух участниц. Зато мы видим рост Хитори. Сначала она даже слова не может вымолвить перед незнакомыми людьми, а на сцене просто столбенеет. Но тут она устраивается на подработку, где нужно общаться с посетителями. Она решает заговорить с Икуё и пригласить ее в группу. Тогда она еще была не в курсе их совместной истории. Хитори даже пишет текст их первой песни.
Но с выступлениями, конечно, сложно. Пусть ей удается наконец сыграть одну песню, но после она становится не особо дееспособной. Хотя чем дальше, тем увереннее она становится и появляется какая-то вера в нее. Подводные камни. Как я уже говорила в середине данного видео, это так странно звучит, блин. Тема социальной тревожности в аниме периодически поднимается, но каждый раз на раз не приходится. И насчет этого тайтла у меня тоже были некоторые сомнения. Все-таки это моэ, а моэ это когда мило, поэтому ты ожидаешь какого-то совсем несерьезного отношения к теме, ну а может даже и какой-то фетишизации таких персонажей. Это, например, один из аспектов, за которые критикуют аниме Коми-сан. Но мы сейчас не о нем говорим. Этим тайтлом я была приятно удивлена. Да, эта тема здесь часто затрагивается как часть комедии. Например, Хитори впадает в ступор, и это показано очень гипертрофировано, и используется какая-то специфическая стилизация для этого. Многие моменты, чтобы они не казались насмешками, компенсируют то, что повествование идет как бы от ее имени. Это ее переживания, которые она нам рассказывает. Как будто героиня сама смеется над этими моментами, а мы вместе с ней. В целом, это легкое, уютное аниме. Героини, несмотря на некоторую карикатурность, приятные, и за ними было, мне, например, увлекательно наблюдать. Ну, а у меня подобные аниме про музыкальные группы задевают некоторые ностальгические струны моей души, поэтому я люблю такое посмотреть. Вот такие мои мысли об этом аниме. И как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моем следующем видео. Пока-пока!